Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True History Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого Мэрилин Монро. Убийство после смерти. Музыка Soft and Furious. В фильме участвуют Георгий Павлов, Мария Заблоцкая и другие. Около 7 часов вечера 4 августа 1962 года в загородный дом Мэрилин Монро под Лос-Анджелесом позвонил сын ее второго мужа, Димаджо, заставший актрису веселой и в настроении. Ее коллеге Питеру Лоуфорду, позвонившему в 7:45, повезло значительно меньше. Он услышал женщину, с трудом ворочающую языком, и пришел в ужас. Судя по всему, Мэрилин опасно передозировала то ли наркотики, то ли выпивку. Встревоженный Питер собрался было немедленно отправиться к Мэрилин домой, но этой идее воспротивился их общий знакомый Мартин Эббинс. Он сказал: «Питер, не делай этого. Ты ведь зять президента». Лоуфорд тогда был женат на сестре Джона Кеннеди. «Если ты туда поедешь, а она там пьяная или под кайфом, то информация об этом попадет на первые страницы газет, и ты окажешься впутанным в плохую историю». Наиболее приемлемым вариантом действий Эббинс счел связаться по телефону с адвокатом Монро. А тот уже сам позвонил экономке, находившейся в домике для гостей, чтобы попросить ее заглянуть к Мэрилин. Минуты 4 спустя экономка взяла трубку и сообщила, что актриса чувствует себя хорошо. Правда, у адвоката создалось впечатление, что эта женщина вообще не выходила из помещения. Но это не помешало ему преспокойно вернуться к своим делам. Он был заранее убежден, что тревога беспочвенна. А между тем экономка действительно солгала, о чем впоследствии горько жалела. Те 10 не сделанных ею шагов вполне мы могли сохранить жизнь Мэрилин. В то время актрису не поздно было еще спасти. Одурманенная огромной дозой снотворных средств, она лежала распростертая на кровати, не ощущая времени, не слыша коротких гудков из неположенной на рычаг трубки, понимая, что умирает, но бессильная что-либо предпринять. Ближе к полуночи она окончательно перешагнула ту последнюю, невидимую черту между жизнью и смертью. Есть определенная логика в том, что популярнейшая актриса, кумир миллионов мужчин и женщин, в критические минуты жизни осталась совсем одна, и никто из считавшихся близкими к ним людей не протянул ей тогда руку помощи. Это было закономерным следствием места Мэрилин в обществе, как сексуального символа, единственной задачей которого было позировать, соблазнительно вилять ягодицами и петь, закатывая глаза, сентиментальные песенки с намерением вызвать чисто физиологический отклик у зрителя. Физиологический, но не душевный, потому что культовые фигуры, как памятники, не могут иметь души. Они всего лишь товар, не больше. Приятно быть частью людских мечтаний, но хотелось бы знать, что тебя принимают ради тебя самой. Я не считаю себя товаром, но убеждена, что множество людей рассматривает меня именно в таком качестве. С горечью обронила однажды Мэрилин, скромно умолчав, что к этому множеству относилось поголовно все ее ближайшее окружение. Голливудская богема и режиссеры, журналисты и продюсеры, адвокаты и доктора, экономка, мужья, знакомые, за исключением разве что ее второго мужа, Димаджо, потратившего немало сил, чтобы заставить Мэрилин покинуть кинематограф. Увы, он в этом не преуспел. Не забывайте подписываться на наш канал.
Вообще-то, судьба Монро довольно типична для Голливуда. Она была не первой смазливой девушкой с детства, впадавшей в раж при одном только слове кинематограф, и не последней, перемолотой в жерновах адской машины американской киноиндустрии, где, по словам самой же Мэрилин, актрисы, певицы и проститутки находились приблизительно в одном положении. Причем худшее, что могла сделать девушка, это отказать тем парням, от которых зависело заключение контрактов, распределение ролей и ставок гонораров. То, что отказывать было нельзя, Мэрилин Монро на первых порах, если и огорчало, то вряд ли слишком. Правила игры она усвоила уже давно, в бытность фотомоделью, и приняла их, пускай не совсем как норму, но как возможную и допустимую иногда линию поведения. Причина заключалась не в отсутствии комплексов, а, напротив, в крайней закомплексованности и очень низкой самооценке будущего секс-символа, что, собственно, и толкало ее в кино. Мне всегда казалось, что я никто, и единственный способ стать кем-то состоял в том, чтобы, стать кем-то другим. Видимо, поэтому мне всегда так хотелось играть, говорила она. Ей помогала яркая внешность, хотя справедливости ради надо сказать, что подобными внешними данными обладает немало женщин. Просто не каждая делает красоту главным инструментом своей карьеры. Но это был единственный капитал Нормы Джен Бейкер, настоящее имя Мэрилин Монро, когда благодаря протекции журналиста Дэвида Коновера она впервые появилась в агентстве фотомоделей, чтобы фотографироваться на рекламах мыла, белья и мясных консервов. А несколько позднее, в августе 1946 года, происходит эпохальное для Нормы событие. С помощью посредницы Эммелин Снивели ей удается заключить свой первый контракт с киностудией «20-е столетие Fox». Как и другие начинающие актрисы, она получала $75 в неделю и проходила обучение в актерской школе фирмы, которая сразу же вскрыла, что ей катастрофически не хватает образования. Фактически в те годы у нее не было за душой ничего, кроме вульгарных ужимок, вызывающей узкой одежды, соблазнительных форм и голубой мечты недалекой девушки пробиться в звезды кинематографа. Странно не то, что в значительной степени эта утопическая мечта сбылась. Феномен состоит в другом. Во всемирной славе крашеной платиновой блондинки, не получавшей престижных ролей, и, по большей части, игравшие в фильмах, забытых сразу же после выхода. Причем заменить ее в них легко могла бы первая попавшаяся киноактриса. Такого головокружительного поворота событий не сумела предвидеть не только сама Мэрилин, но и многие из ее коллег по профессии, вроде Кирка Дугласа, отзывавшегося о ней как об обычной шлюхе, и даже зубы съевший на ковании кинозвезд, главный продюсер компании «20-е столетие Fox» Занук, принесший студиям, где он работал, 32 Оскара. В его ответе на запрос президента компании Спироса Скуроса дана уничтожающая характеристика Мэрилин Монро как человека, полностью лишенного актерских данных. Норма сыграла, правда, в микроскопическом эпизоде в фильме «Скут да Ху, Скут да Хэй», но сцена с ее участием при окончательном монтаже была вырезана. Словом, единственным реальным последствием подписанного контракта стало появление у нее псевдонима. Имя Мэрилин предложил начальник отдела набора актеров. Фамилию выбрала она сама, остановившись на девичьей фамилии своей матери. Но Норма, теперь уже как Мэрилин Монро, не отчаялась. С помощью друзей, посредников и знакомых она всеми правдами и неправдами пробивается на экран. Ей удается сняться в нескольких третьеразрядных фильмах: «Девушки из хора», «Счастливая любовь», «Билет в томагавк», «Асфальтовые джунгли», где режиссерам требовалась не столько она сама, сколько, возможно, более откровенная демонстрация прелести ее тела. В купальных костюмах, шортах, облегающих платьях с огромными декольте. Неожиданно для всех, и ее в том числе, это оборачивается ей на пользу. Компанию «20-е столетие Fox» буквально заваливают письмами мужчины, желающие заполучить ее фотографию. Так, еще ничего не сделав в кинематографе, она уже становится популярной. Сказочно вырастают и гонорары, доходящие до $750 в неделю, что позволяет ей, наконец, немного улучшить внешность.
Пластическая операция освобождает ее нос от родинки и исправляет малозаметный дефект нижней челюсти. А посещение курсов Чехова, бывшего артиста Московского художественного театра, а затем уже Ли Стресберга, сумевших пробудить ее интуицию художника и самобытный талант, ярко проявленный Мэрилин в фильмах «Остановка автобуса», в джазе «Только девушки» и, наконец, в «Непрекаянных», навсегда устраняют проблемы в актерском образовании. Фильм «Как выйти замуж за миллионера» делает ее знаменитостью. Поэтому есть доля правды в словах Монро, что это не студия сделала из меня звезду. Если я на самом деле звезда, то благодарна за это людям. Не забывайте подписываться на наш канал. Конец первой серии. Продолжение следует.